Беларусь обратилась к Зеленскому. Предложение озвучено. Минск заявляет о необходимости начала переговоров. Все детали. Атака на Польшу и Румынию руками украинских спецслужб. СМИ, подконтрольные Виктору Орбану, обвиняют Украину в подготовке масштабной провокации. Москва заявляет о риске Третьей мировой. Дроны в Германии. Как БПЛА прошивают небо над головами немцев и что готовит Бундесвер. Удар Украины по Венгрии. Международный скандал. Будапешт бьет по Зеленскому в ответ и заявляет, что тот видит призраков. Реакция Киева. Зеленский идет в отказ. Новое заявление для Кремля и решение о военном возврате территорий. Как пришлось отвечать на неудобный вопрос о потерях среди военных. Пощечина Нетаньяху на Генассамблее ООН. Освистали и засыпали аплодисментами. Иерусалим озвучил условия завершения войны. Западная пресса пишет о том, как бывший премьер Великобритании готов возглавить временное правительство в Газе. Кто он? Трамп готов разрешить удары по России американским оружием, а Беларусь держит закрытый канал связи со странами НАТО. О чем речь? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком, комментарием и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Пощечина Нетаньяху на Генассамблее ООН. Премьер-министра Израиля освистали перед его выступлением в Нью-Йорке. В зале поднялись крики и был слышен свист сразу после того, как Нетаньяху поднялся к трибуне. Часть делегаций демонстративно покинула зал. В то же время в зале было много и тех, кто встал и поддержал премьера аплодисментами. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Тем не менее, свои месседжи Израиль донес. Нетаньяху рассказал о том, что пришлось пережить гражданам его страны после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Он дал понять, что Израиль должен закончить начатое. По словам Нетаньяху, Хамас собирается повторить события двухлетней давности. При этом он озвучил условия сделки. Если Хамас пойдет на требования Иерусалима, то война быстро завершится. Дамы и господа, если Хамас согласится на наши требования, война может закончиться прямо сейчас. Газа будет демилитаризована, Израиль сохранит полный контроль над безопасностью, и там будет установлена мирная гражданская администрация, силами самих жителей Газы и других, кто стремится к миру с Израилем. Среди тех, кто мог бы возглавить временную администрацию в Газе, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Об этом сообщил британский Sky News. По данным СМИ, именно он может взять под свой контроль процесс восстановления Газы после войны. Очевидно, что сэр Тони хотел бы участвовать. Он считает, что может предложить ценный взгляд на проблему и обладает глубокими знаниями израильско-палестинского конфликта. Он был посланником Ближневосточного квартета в течение 10 лет и хорошо знает израильских и региональных арабских лидеров. Беларусь держит закрытый канал связи со странами НАТО и благодаря этой коммуникации предупреждает соседние страны об угрозах, в частности о дронах, которые сбиваются с курса из-за воздействия украинскими средствами РЭП и могут полететь в сторону стран НАТО через Беларусь. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на заместителя обороны Литвы. При этом Гадляускас называет события в воздушном пространстве стран НАТО своеобразным тестированием альянса, которое устраивает Россия для того, чтобы осознать сплоченность НАТО и каковы его процедуры реагирования на подобные провокации, говорится в материале. Гадляускас уверяет, что Литва и Польша уже получали от белорусской стороны по так называемой горячей линии предупредительные сообщения об опасности в небе. Мы знаем, что многие дроны из России летят в сторону Украины. Украина разработала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые мешают этим дронам, сбивают их с курса или прерывают связь. Такие сбившиеся с курса российские дроны были замечены не только в Польше, но также у нас и над Латвией. Польша была предупреждена Белоруссию о том, что дроны находятся в пути. И у нас тоже есть своего рода горячая линия с Белоруссией для таких случаев, что хорошо. Вильнюс готов открыть огонь. На этой неделе, напомню, Литва упростила правила уничтожения дронов. Сейм одобрил поправки в закон об авиации и устав применения военной силы. Теперь армия сможет оперативно сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, даже если они не используются как оружие.
НАТО демонстрирует пробелы в своей обороне. Об этом пишет Wall Street Journal, вспоминая появление беспилотников в воздушном пространстве Альянса. Издание уточняет, что ответ на такую новую угрозу является сложной задачей для стран НАТО. Западная пресса акцентирует внимание на том, что Альянс сосредотачивает свое внимание не всегда на том, на чем необходимо. Самая большая проблема сейчас заключается в том, что европейцы настолько сосредоточены на высоком уровне конфликта, что не уделяют достаточно внимания низкому уровню войны. Россияне учились, и значительная часть того, что они будут делать в следующей войне, будет связана с низким уровнем. Москва по-прежнему требует доказательств, что это именно российские дроны нарушают воздушное пространство Альянса. Заявления членов ЕС в Кремле назвали безрассудными и опасными своими последствиями. Это была цитата. И, конечно, на фоне такого безрассудства, вступления с такими агрессивными заявлениями, это еще один очень существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ. Дроны теперь прошивают и небо Германии. Накануне немецкая пресса написала о том, что над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн, это север страны, граничащий с Данией, были замечены беспилотники. Причем не впервые. Там они время от времени летают еще с прошлого года. Речь не об ударных БПЛА. Из-за последних событий немцы готовятся к новой эре воздушной войны. В Гамбурге прошли учения Red Storm Bravo, где тренировались перехватывать БПЛА. Помимо дронов, по-прежнему существуют корабли, самолеты и бронетанковые сухопутные подразделения. Но именно тема дронов развивалась с невероятной скоростью. Поэтому Бундесвер, как и другие органы безопасности, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы не отставать от этого темпа, действовать там инновационно и гибко. Именно поэтому мы должны налаживать взаимодействие. Дотянуться до Москвы. Зеленский попросил у Трампа томагавки для ударов по российской столице. О дальнобойном ударе ракетой с дальностью полета в 2500 километров Зеленский заговорил с Трампом на Генассамблее ООН, пишет The Telegraph, уточняя, что разговор прошел на удивление позитивно. Трамп выслушал просьбу и, по словам самого Зеленского, был настроен благожелательно. В интервью после встречи Зеленский сказал, что Трамп благосклонно отнесся к его просьбе о поставке крылатых ракет большой дальности, которые позволят Киеву наносить удары по целям в Москве. Отдельные дипломатические источники сообщили, чтобы секретарь США Марко Рубио сказал своим европейским коллегам: изменение тона Трампа в вопросе Украины следует воспринимать настолько позитивно, насколько это возможно. The Telegraph пишет, что неясно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского получить эти ракеты от США. При этом издание Axios пишет, что ракеты Томагавк были единственным оружием, которое Трамп не согласился продать странам НАТО для дальнейшей его передачи Украине в рамках механизма Pearl. В то же время Wall Street Journal пишет, что Трамп готов разрешить удары по России американским оружием. А в интервью изданию Axios Зеленский отказался сказать, какую конкретно систему вооружения он запрашивал у Трампа во время встречи, но отмечал, что она может принудить Путина сесть за стол переговоров. Кроме того, Зеленский заявил, он никогда не признает территории подконтрольной России российскими, а также ответил на неудобный вопрос о человеческих потерях при возможном возвращении Крыма и других территорий военным путем. Когда речь идет о возвращении территорий, каждый эксперт, с которым я говорил, включая людей в Украине, считает, что вернуть все территории военным путем практически невозможно. У вас будут человеческие потери, если вы будете использовать только такое оружие. Все приведет к человеческим потерям. Зачем земли без людей? Нет, дело не в территориях. Дело в Украине, независимости, нашем суверенитете и, конечно, прежде всего в нашей человечности, в наших людях. Поэтому мы не будем терять людей ради километров. Мы не будем терять наше население. Удар Украины по Венгрии. Киев заявляет об ответной атаке по Будапешту, дипломатической атаке. В МИД Украины заявляют, принято решение. Украина вносит в черный список 3 венгерских военных. И вот почему. Предлагаю послушать. Мы ввели запрет на въезд для 3 высокопоставленных венгерских военных чиновников. Наш зеркальный ответ на ранее необоснованный запрет Венгрии на въезд наших военных чиновников. Каждый акт неуважения от Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим военным.
Напомню, что Венгрия ввела запрет на въезд в страну для 3 высокопоставленных украинских военных. Произошло это в июле. В Будапеште их считают ответственными за принудительную мобилизацию, которая, по мнению венгерских властей, стала причиной гибели мобилизованного гражданина Венгрии на западе Украины. Киев ранее заявлял, что мужчина умер от проблем со здоровьем, а не из-за мобилизации. Но на этом градус не снизился. Зеленский накануне заявил, что Венгрия шпионит, и на границе между Украиной и Венгрией украинские военные зафиксировали дроны-разведчики. Будапешт не медлил с ответом и утверждает, что Зеленский видит призраков. Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он уже видит призраков. В Украине ответили и на это, говорят, действительно начинают видеть многое. Далее цитата: «включая лицемерие и моральное разложение вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, а также ваше служение в качестве прислужникам Кремля». Конец цитаты. Друзья, ваши мысли, тема острая, конфликт не прекращается. Оставьте свое мнение, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Украина готовит атаки на Польшу и Румынию для начала большой войны между Россией и НАТО. С такой информацией накануне вышли в свет венгерские СМИ. В частности, издание Пешти Шрацак. Это провластная венгерская онлайн-СМИ, тесно связанная с политической линией партии Фидес и правительством Виктора Орбана. Там, ссылаясь на информацию из неназванного телеграм-канала, пишут, что к возможной атаке будут причастны украинские спецслужбы. Эти атаки будут осуществляться с использованием дронов российского производства с территории Западной Украины. После этого администрация президента Украины намерена организовать информационную кампанию в украинских и зарубежных СМИ, чтобы обвинить Москву в нападениях на территории стран НАТО. Для этого ранее захваченные и восстановленные российские дроны «Герань» оснащаются боеголовками. Материал не прошел мимо российского МИДа, там намекнули, если это произойдет, вспыхнет Третья мировая. Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста. ВСУ терпит сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер. Если все это подтвердится, то мы должны признать, никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны. На эту информацию уже понемногу реагируют военные, которые уточняют, что в нынешней реальности установить, откуда был произведен запуск дрона, очень легко и просто, и его видят мониторы, поэтому виновника удара можно будет вычислить очень быстро. Отмечу, что на момент записи выпуска в Украине не комментировали ни статьи венгерских СМИ, ни заявления Марии Захаровой. Я имею в виду официально. Если реакция будет в течение дня, прикреплю ответ в первом комментарии под этим видео. Друзья, а вы в целом что думаете о подобных заявлениях? Вижу, что среди зрителей есть как и сторонники, так и противники Орбана. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. И поддержите лайком, а также подпиской. А я продолжаю. Срочное обращение Беларуси к Зеленскому. Лукашенко вызывает Зеленского на разговор. Об этом он заявил накануне после 5-часовой встречи с Путиным. Лукашенко считает, что настало время вступить в консультацию для того, чтобы договориться о завершении, далее цитата, «непонятной войны». При этом Лукашенко также считает, что Зеленскому необходимо остановиться и пойти на условия, которые были переданы Путиным Трампу на Аляске. Речь, напомню, о выводе ВСУ из Донбасса. Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложение по Украине, которое на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение. В МИД Беларуси накануне также заявили, что ради гарантии безопасности Минск вынужден разместить у себя российское ядерное оружие и ракеты «Орешник». В Украине на это заявление отреагировали так. Беларусь разместила у себя российскую информационную операцию под названием «Орешник», второй запуск которой оказался неудачным. Он даже не состоялся в назначенное время. Но об этом россияне никому не рассказали. И, друзья, напоследок о прекрасном. В чилийской Атакаме, самой сухой пустыне мира, после зимних дождей, а там недавно закончилась зима и началась весна, случилось редкое чудо. Пустыню накрыл ковер диких цветов. В нацпарке Llanos de Chalye и вокруг зацвели сотни местных видов. Явление длится недолго и бывает не каждый год. Туристы валом едут сейчас смотреть на это чудо природы, а экологи просят беречь растения и аккуратно вести себя у археологических памятников.
Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень ценно и важно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи уже завтра.